поехали на Ригу, стать человеком уже 4. Вы помните, как было немножко потеплее, и Дима опять бежал в третьем забеге, это уже 4-й забег зимой. Как видите, я уже в курточке холодина, как они там будут бегать, я не знаю. Ну, в общем-то, команда вроде бы уже собралась, там вроде бы 6 человек. Я не побежала, потому что у меня что-то колено больное. Я просто не хочу рисковать своим здоровьем, потому что знаю, что там ждет нас всех. Поэтому Дима сегодня отдувается за меня. Очень такой довольный, воодушевленный, особенно новой одеждой. Ну, что еще нужно тоже мальчику. Ну что, как ты себя чувствуешь, Миша? Как чувствуешь себя? Не можешь говорить? Боже, в этот раз сложнее. Сложнее? Я думала, легче. легче. С чем? Просто так? Да. Ну, после этого всего это как... На руках. Кошмар. Боже, мне аж было страшно смотреть на вас. Взяла только что варенье, открываю, а там больше половины нет. Где варенье? Не знаю. Типа, кошмар. Вот как можно правильно питаться и рассчитывать? Ты тут оставил одно желе. Ты что, специально выковырил все? Ты выковырил специально все вишенки? Это же тебе не положено. Как ты мог? В общем, сделала себе перекусик такой. Творог мягкий, 5%. И сверху что осталось от Димы называется. Ну, так лучше гораздо, чем покупать какой-то, допустим, йогурт уже с намешанными всякими ешками, якобы с разными вареньями. Тут оно, конечно, классно, очень, кстати, вкусное, вишневое. Гораздо, вроде бы, по составу лучше, чем, опять же, всякие готовые йогурты. Но что осталось, то осталось. Будем довольствоваться тем, что есть. Итак, давайте же я объясню вам, почему именно эти упражнения я выбрала для своей фигуры на данный момент, почему именно их считаю необходимыми для меня. И начинаю я свою тренировку с гиперэкстензии. Это упражнение, которое разогревает поясницу, разогревает спинку для более сложных упражнений, которые пойдут уже дальше. Ну, я думаю, это логично. Следующее упражнение будет жим платформы ногами. И я стараюсь теперь избегать приседаний не потому, что они вредные или плохие, а потому что я слежу за своей талией, хочу, чтобы она появилась наконец-то. А приседания с большим весом, к сожалению, неблаготворно влияют на мою талию. Поэтому я сейчас выбираю жим платформы. Дальше у меня пойдут выпады с гантелями, 3 подхода, опять же вес и повторы я еще не писала. Далее идут у меня сведения ног на внутреннюю поверхность бедра, потом у меня идет поднятие таза, очень классное изолированное упражнение вместе с бицепсом бедра, которое прорабатывает ягодицы, обожаю его, наверное, буду еще использовать сюда блинчики, на таз сложить блины и поднимать таз таким образом. Возможно, еще использовать буду скамейку, чтобы ставить ноги на скамью, и таким образом амплитуда будет гораздо выше. Дальше любимейшие мои махи ногой в кроссовере. У меня уже есть петелька, которую я одеваю на ногу, и буду махать так 2 подхода на каждую ножку. Обожаемые просто упражнения, изолированные для того, чтобы поднять ягодицы. Мертвая тяга для того, чтобы растянуть бицепс бедра, ягодицы после вот этой всей работы. Это очень классное завершающее
базовые упражнения, которые я сделаю 3 подхода. Опять же, вес буду указывать. И в конце этой тренировки у меня не будет кардио, у меня будет статика. Так как это моя проблемная зона ноги и ягодицы, где у меня откладывается жировая прослойка, которую мне нужно просушивать, я буду делать статику. Буду стоять или же в выпаде, или же в приседании, упираться на стену, допустим. Буду стоять 3 подхода 1 минуту. Ну, я думаю, это понятно, в принципе. Так что вот такой у меня день будет понедельник. И среда у меня будет спина и ручки. У меня будут подтягивания. Я учусь подтягиваться различными хватами, поэтому буду использовать или гравитрон. И, ну, у нас там в зале есть гравитрон, вообще красота, блаженство, поэтому буду подтягиваться 3 подхода. Потом будет очень интересное упражнение Good Morning для развития тоже поясницы, спина работает, там ягодицы, бицепс бедра. В общем, аналогичная, как и румынская тяга. В общем, похоже очень. Дальше потом у меня пойдет тяга к поясу. Базовое упражнение, которое буду делать со штангой. Потом пойдет у меня жим над головой. Любимое мое упражнение, которое развивает дельты. Потом пойдет трицепс. Трицепс, скорее всего, буду делать канаткой в кроссовере. Мне кажется, это классно изолированное такое упражнение. Потом будет у меня крест в кроссовере. Буду брать 2 верхних блока, пересекать их накрест руками. У меня есть, кстати, техника такого упражнения. Очень классная. Прорабатывает заднюю дельту и спинку. Отлично просто. И последнее упражнение будет на бицепс. Я думаю, самое обычное какое-то с гантельками, сидя на стуле. Что-то придумаю, в общем. И в этот день у меня будет кардио. Кардио буду начинать совсем маленькое, с 20 минут, слабенькое, чтобы вообще как-то восстановиться и втянуться в режим такой бешеный. Пятница, последний день, то есть 3-й день у меня будет пресс и грудь. Начинаю я все опять с гиперэкстензии, для того, чтобы разогреть поясницу, спину, кор, то есть дальше у меня пойдет жим лежа, базовое тяжелое упражнение, тоже буду все вспоминать, все, ну, практически с нуля, опять же, начинать с пустого грифа, я думаю, там совсем немножечко будет прибавляться, если и то будет. Дальше у меня пойдет планка, то есть это, ну, можно сказать, одно из единственных упражнений на пресс, так как вы знаете, что я хочу сейчас исключить практически все упражнения на пресс, которые вот силовые такие. Буду делать 3 подхода по 1 минуте. Буду или на локтях стоять, или на прямых руках, в общем, что-то там придумаю, буду понимать уже дальше на следующих неделях. То есть завтра, вот первая вот эта неделя будет как экспериментальная. И что-то уже здесь появится, какие-то мысли будут немножко другие. Дальше у меня будет сведение с гантелей лежа. Буду сводить гантельки на грудь. В принципе, обычнейшее упражнение, но уже немножко по-другому, как жим лежа задействует грудь. И потом у меня еще будет упражнение на нижнюю часть пресса. Все-таки я его буду прорабатывать, и он у меня будет в виде поднятия ног на скамье. Мое одно из любимых упражнений, которое я тоже могу делать бесконечно, потому что поднятие ног в упоре я ненавижу делать, просто ненавижу. И последнее упражнение, всего-то ничего, в пятницу у меня будет, это пуловер, тоже очень классное упражнение на грудь. Так что я тоже советую вам попробовать, если кто не пробовал. И завершение у меня будет кардио, будет побольше, 30 минут. А в следующих неделях, я думаю, я увеличу кардио, это по-любому. Может быть, даже еще добавлю его в понедельник. Так что вот такие у меня планы насчет тренировок, что именно и как именно я буду тренировать. Если вам интересно, я как-то сниму еще отдельное видео, допустим, по дням, понедельник, среда, пятница, то есть как я это вживую все проделываю, может быть, с указанием какой-то техники. Так что, если что, пишите обязательно. И хочется сказать по поводу того, что вы не должны воспринимать этот мой план как план универсальный, то есть который подойдет для каждой девушки и вам тоже. То есть, потому что, как видите, у меня свои особенности, у меня свои цели, свои какие-то проблемные зоны и свои какие-то акценты, которые я хочу убрать из тренировок. Опять же, этот пресс, к примеру.